Ее вели грубо, не заботясь о том, как она держится на ногах. Гравий царапал кожу, прожекторы слепили глаза, а смех за спиной звучал так, будто все происходящее было частью развлечения. Новобранца звали Нора Хилл, 26 лет, спокойная, незаметная, без показного авторитета. Именно поэтому ее выбрали. Трое мужчин сопровождали ее, уверенные, что перед ними человек, который сломается. Для них это была игра, испытание тишины, проверка на страх. Руки Норы были связаны достаточно крепко, чтобы напомнить о беспомощности, но не настолько, чтобы оставить следы. Она не сопротивлялась и не умоляла. Она наблюдала. Еще до того, как ворота показались впереди, Нора поняла, куда ее ведут. Запах выдал все раньше зрения. Влажная шерсть, металл, старое напряжение. Загон служебной собаки. За решеткой уже слышалось тяжелое дыхание. Когда калитка захлопнулась за ее спиной, рычание заполнило пространство. Из тени вышел мощный пес, шрамы, напряженные мышцы, взгляд, в котором не было сомнений. Те, кто остался снаружи, ждали крика. Они отсчитывали секунды. Но Нора сделала то, чего никто не ожидал. Она выпрямилась, замедлила дыхание и изменила позу, не в знак подчинения, а в знак узнавания. В ее движениях не было страха, только точность. Когда она впервые заговорила, ее голос был низким, ровным, наполненным знакомыми для животного интонациями. Не словами, сигналами. Пес замер. Рычание оборвалось, сменившись настороженным молчанием. Он шагнул вперед, затем остановился, улавливая запах. Узнавание пришло резко. Хвост дрогнул. Напряжение спало. Нора медленно опустилась на колено, несмотря на связанные руки, открывая шею, осознанный риск, который можно позволить себе только при полном доверии. Пес приблизился и прижался к ней, больше не как угроза, а как защита. Смех за ограждением исчез. Те, кто минуту назад чувствовал себя хозяевами положения, отступили. Стало ясно, что перед ними не жертва. Нора знала этого пса задолго до этой ночи. Она была тем человеком, который когда-то сумел работать с ним тогда, когда другие отказались. Связь между ними была выстроена не на силе, а на дисциплине и доверии. Когда во дворе начали собираться другие люди, картина выглядела абсурдно. Грозная служебная собака спокойно сидела рядом с той, кого считали слабой. Инициаторы происходящего вдруг стали незаметными и тихими. Нора поднялась. Пес остался у ее ноги, внимательный и готовый. Ситуация больше не принадлежала тем, кто хотел унижения. Она принадлежала ответственности. Эта ночь изменила все. Не из-за мести и не из-за показной победы, а потому что стало очевидно, сила не всегда кричит и не всегда видна сразу. Иногда она просто ждет момента, чтобы напомнить, недооценка может быть самой опасной ошибкой.